Сегодня приготовим сразу 3 рецепта из кабачков. Начнем с первого варианта. Это вкусный рецепт из кабачков на сковороде для тех, кто хочет накормить семью полезным завтраком или легким ужином. Для этого рецепта я беру 4 средних яйца. У меня рабочая сковорода диаметром 24 см, и такого количества яиц как раз хватает, чтобы наш будущий омлет-запеканка получился пышным и высоким. Аккуратно разбиваю яйца в глубокую миску, добавляю небольшую щепотку соли и начинаю взбивать. Чтобы яичная масса стала еще более мягкой и нежной, кладу примерно 50 грамм сметаны. Кстати, заметила одну важную деталь, которую хочу поделиться с вами. Если мука у вас проверенная, высшего сорта, она дает более стабильную и плотную структуру. А если вы решите взять цельнозерновую, то вкус готового блюда станет более интересным. Многие зрители часто спрашивают меня про замену сметаны в комментариях. Если вы сейчас внимательно следите за калориями, смело заменяйте сметану на натуральный йогурт без сахара или даже на нежирный кефир. Теперь в ход идут сочные овощи. Спелый помидор я нарезаю аккуратным мелким кубиком, а следом отправляю в миску много свежей зелени. Знаете, в разгар сезона зелени много не бывает. Зеленый лук, петрушка, укроп, ароматная кинза – все это дополнит витаминами блюда. Для тех, кто любит поярче, можно добавить совсем немного мелко нарезанного красного острого перца и 3-4 зубчика чеснока, пропущенных через пресс. Тут есть один важный нюанс, на котором стоит остановиться подробнее. В эту смесь я добавляю 2 столовые ложки муки. Многие начинающие хозяйки удивляются, зачем она нужна в обычном омлете, но именно мука позволяет всем кусочкам овощей не оседать на дно сковороды, а равномерно распределиться по всему объему во время приготовления. Пока наша яичная масса немного отдыхает и настаивается, займемся морковью. Натираю одну среднюю штуку на крупной терке и отправляю на хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжариваю ее до мягкости и красивого золотистого цвета. Теперь наступает очередь риса. У меня он уже заранее отварен и имеет рассыпчатую структуру. Это отличный и очень экономный способ использовать продукты, если у вас остался лишний гарнир от вчерашнего обеда. Буквально пару минут прогреваю рис вместе с морковью на сковороде, чтобы они обменялись ароматами, и теперь заливаю все нашей подготовленной яичной овощной смесью. Равномерно распределяю лопаткой по всей поверхности. Ставлю самый минимальный огонь и аккуратно кладу в уголки сковороды несколько кусочков сливочного масла. Оно медленно растает и даст нашему омлету неповторимый сливочный аромат и ту самую аппетитную золотистую корочку по бокам. Накрываю крышку примерно на 15 минут. В итоге у нас получается настоящая быстрая запеканка, которая выглядит как праздничный пирог. Она идеально держит форму, разрез получается ровным, и даже в холодном виде это блюдо остается потрясающе вкусным. Переходим ко второму рецепту, который я называю палочкой-выручалочкой. Просто натрите кабачки и добавьте яйца. Это база, которая всегда работает безотказно. Беру один крупный кабачок и натираю его на крупной терке. Добавляю соль, перемешиваю и отставляю миску в сторону буквально на 5-7 минут. Пока кабачок занимается своими делами, в отдельной глубокой емкости взбалтываю 4 крупных яйца до однородности. Натираю 2 небольшие моркови на той же крупной терке и сразу отправляю их к яйцам. Теперь возвращаемся к нашему кабачку. Он уже выделил достаточно жидкости. Хорошенько отжимаю его руками и соединяю с яичной морковной смесью.
Из специй в этот раз я выбираю ароматные прованские травы. Они очень деликатно подчеркивают вкус овощей. Тщательно все перемешиваю, и наша основа полностью готова к термической обработке. Разогреваю сковороду, добавляю капельку масла и выкладываю овощную смесь. Разравниваю ее ровным слоем. Огонь должен быть самым минимальным, а крышка плотно закрытой. Пусть овощи готовятся медленно, тогда снизу образуется фантастическая румяная корочка, а сверху все схватится равномерно. Пока у нас образовалось несколько свободных минут, поделюсь с вами еще одним своим маленьким дополнением. Мне нравится добавлять в это блюдо обычный плавленый сырок. Он дает невероятную нежность и сливочность. Чтобы он не прилипал к рукам и легко натирался на терке, положите его в морозильную камеру примерно на 20-30 минут перед использованием. Когда наша овощная запеканка станет уже почти готовой, посыпаю ее тертым сыром прямо над сковородкой. А как вы считаете, стоит ли вообще добавлять в такие простые овощные рецепты сыр? Или это уже лишние калории и лучше оставить чистый вкус свежих овощей? Напишите свое мнение в комментариях. Пока омлет доготавливается под крышкой, нарежу зеленый лук. Обязательно сохраните этот рецепт в своей закладке, чтобы быстро найти его в нужный момент. А впереди у нас остался самый необычный и хрустящий, и в то же время нежный способ приготовления. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях, а в описании и в конечных заставках вы всегда сможете найти другие подборки рецептов на каждый день. Беру два небольших молодых кабачка, нарезаю их не кружочками, а длинными продольными полосками толщиной примерно в 1 см. Слегка отбиваю каждую полоску обычным кулинарным молоточком для мяса. После такой процедуры их структура становится невероятно нежной. Волокна смягчаются и кабачки прожариваются буквально моментально, оставаясь при этом сочными. Слегка присыпаю их солью и оставляю на доске на пару минут. Для панировки я смешиваю в плоской тарелке панировочные сухари и немного кукурузного крахмала. Именно добавление крахмала вместо обычной муки дает хрустящую корочку. Дальше готовлю яичную заправку для кляра. Разбиваю 3 или 4 яйца, добавляю немного куркумы для яркого солнечного цвета и прованские травы для аромата. Сюда же я натираю на мелкой терке небольшой кусочек твердого сыра. Сыр сделает нашу яичную смесь более густой, тягучей, и она будет идеально удерживать панировку на кабачке. И пока наша сковорода набирает нужную температуру, давайте быстро смешаем универсальный соус. Беру майонез, добавляю густую сметану и нарезаю петрушку. Если вы в своей семье любите вкусы поострее, смело добавляйте сюда измельченный чеснок или щепотку красного перца.
Этот соус получается настолько удачным, что он подходит практически к любым жареным овощам. А теперь возвращаемся к нашим кабачкам. Каждую подготовленную полоску я сначала тщательно обваливаю в сухарях с крахмалом. Затем обильно окунаю в яично-сырную массу и выкладываю на горячую поверхность сковороды. Очень важно жарить именно на среднем огне и не допускать перегрева масла, чтобы панировка не сгорела раньше, чем кабачок станет мягким внутри. Масло можно понемногу подливать в процессе, если увидите, что сковорода стала сухой. Внутри они остаются сочными. Это отличный вариант для ужина, сытной закуски или даже оригинального завтрака. Подаю их к столу еще горячими. Сверху добавляю ложку нашего домашнего соуса, и это очень вкусно. Огромное спасибо вам за то, что подписываетесь на мой канал и так активно делитесь этими рецептами со своими близкими. Если вам сегодня было полезно и интересно, поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео. Обязательно заглядывайте ко мне в гости почаще. Я стараюсь регулярно радовать вас новыми идеями. В самом конце видео и в описании под ним я подготовила для вас ссылки на еще несколько интересных блюд из сезонных овощей. Приятного аппетита и отличного настроения на кухне!